Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, и сегодня я хотел бы познакомить вас с новым членом нашей команды. Это Honda FRV. Симпатичный японский компакт-вэн 2005 года выпуска. Этот автомобиль я недавно приобрел в качестве транспорта на осенне-зимний период, пока наш мотоцикл стоит и зимует в гараже. Цена покупки составила 13 тысяч польских злотых. Это по курсу в районе 3 с небольшим тысяч долларов. И я изначально ориентировался на эту ценовую категорию, в которой представлено довольно много аналогичных автомобилей, минивенов, вместительных, удобных для путешествий и передвижения по городу. Это и Citroën Grand Picasso C4, это Renault Megane Scenic, это Volkswagen Touran, это да много всякого. Там и Toyota Matrix была, рассматривал, и Pontiac Vibe, в принципе, аналог той же Toyota. Но в итоге остановил свой выбор на привычной и знакомой Honda. Автомобиль имеет 275 тысяч пробега. Уже походил, и, как видите, есть некоторые повреждения, вмятинки на капоте, на крыше. Как мне объяснили хозяева, съехала черепица с старого дома во время урагана. Повредило лобовое стекло, оно было заменено и оставило некоторые вмятины. Естественно, на всем этом немножечко в цене подвинулись, немножечко поторговались. Но главное, на что я смотрел при выборе, это техническое состояние ходовой, двигателя и трансмиссии. И вот эта машина меня устроила, поскольку было много других вариантов, где либо двигатель был убит, либо ходовая вся сгнила. Здесь же традиционные для Honda проблемы с кузовом. Задние арки, как видите, уже основательно погрызла коррозия, и ими надо будет заниматься. Есть небольшой жучок на багажнике. Его, пожалуй, в ближайшее время зачищу. А вот арки надо будет делать уже весной, когда получится их тщательно вымыть, высушить. И, не знаю, либо все это закрывать стекловолокном и эпоксидкой, затем шпаклевать и красить, либо сразу вырезать металл. Есть комплекты кузовного ремонта, именно металлические штамповки арок, порогов. Все на эту машину, в принципе, можно найти, и все продается. По поводу капота тоже пока не знаю, либо обратиться в выравнивание вмятин, чтобы все это вытянули и выправили, либо заменить целиком капот. Стоит он около 70 долларов в цвет, точно такой же. Ну что же, вот так взял и сходу рассказал о всех недостатках. Теперь можем поговорить и о достоинствах. Если мы посмотрим на этот автомобиль сбоку, то он действительно чем-то будет похож на Renault Megane Scenic. Такой же горбатенький минивенчик. Однако, стоит зайти спереди или сзади, то сразу видна разница в ширине. Во-первых, в ширине колесной базы. Во-вторых, эта машина не сужается. Сверху у нее крыша практически такая же широкая, как и капот. Благодаря чему очень просторный салон и 6 мест. 3 места в ряд спереди. Вот это сиденье поднимается. И здесь полноценно может сесть, ну, наверное, ребенок. Для 3 взрослых в ряд будет немножко тесновато, хотя и возможно. А если вам это место не надо, то складываете и получаете столик с удобным подлокотником. То же самое и сзади. 3 сиденья в ряд. Даже
более полноценные. Все это складывается, все это двигается. Чуть позже посмотрим. По расходу не знаю, сколько она ест на бензине, поскольку здесь уже установлен газ. 4-е поколение, довольно свежий. И на газу выходит 10 литров на сотню. Это в режиме смешанном. Город, трасса. Если чисто трасса, можно, наверное, уложиться в 8. Если чисто город, ну, около 12. Пойдемте заглянем под капот. Там у нас прячется 2-литровый хондовский двигатель К20А9, если не ошибаюсь. 2 литра, 150 лошадиных сил. Такой же двигатель можно встретить на Honda Accord, Honda CR-V и, думаю, много где еще. Довольно удачный и надежный движок с 2 верхними распредвалами, приводом ГРМ, цепью и регулировкой клапанов с помощью винтов. И первое, что я в этой машине сделал, поднял клапанную крышку и проверил зазоры на клапанах. На выпуске они были не поджаты, но уже меньше положенных. Надо 0,25, кажется, а было где-то 0,1-0,15. Отрегулировал, увеличил, все собрал обратно. Ну и, конечно же, заменил масло. Масло, масляный фильтр. Дальше буду обслуживать, может быть, что-то, поэтому подсниму. Ну а пока вот такая картина. Движок сухой и пыльный, каким и должен быть. Новый аккумулятор на 45 ампер-часов, такой традиционно японский, узкий и высокий. Здесь у нас мозги впрыска газа, Stack Qbox Plus, неплохая система. Форсуночки, фильтр, электроклапан, непосредственно редуктор газовой системы, гидроусилитель руля. Видим, что бачок грязноватый, возможно, есть какие-то подтекания, надо будет помыть и тоже жидкость заменить. Гидравлическое сцепление, ясно, тормоза, 6-ступенчатая коробка передач. Пожалуй, под капотом и все. Пойдемте внутрь. Я, когда выбирал автомобиль, большое внимание уделял салону, его вместимости, возможности трансформации и материалам. К сожалению, в коже такой Хонды мне не попалось, но, тем не менее, довольно приятный велюрчик здесь в отделке. И в отличие от тех же Citroёnов, как видите, несмотря на большой пробег, сиденья сохраняют свою форму, нет вот этой продавленности, рыхлости, не затертые двери, все это чистится, все это моется. Конечно, есть мелкие недостатки. Потерся хром на значке Honda. Вот здесь есть потертость краски на рычаге переключения передач. А он здесь, обратите внимание, какой интересный. Такой спейсбол, как джойстик на игровых автоматах. Его таким сделали, чтобы освободить место для ног среднего пассажира. Ну и здесь, видите, тоже красочка потерлась. Можно все это обновить, можно все это поменять. Естественно, 275 тысяч километров пробега дают о себе знать. Включаем зажигание. Видим панель приборов. Есть у нас термометр, плюс 3 градуса показывает за бортом. Тахометр, спидометр до 220 в километрах. Машина для европейского рынка. Датчик уровня топлива, датчик температуры, ну и контрольные лампы. Собственно, и все. С этой стороны находится довольно необычно расположенный блок стеклоподъемников. Немножко непривычно. Обычно на дверях, но здесь только управление электрозеркалами, право-лево. Но я думаю, со временем ко всему этому привыкаешь. Корректор света фар, ВСА включено-выключено. Видим, загорается лампа. И вот такой ручник под правую руку сделан. Левой немного неудобно, но как в самолете. Выпустить шасси. Опа! Прикольная штуковина. Снизу
прикуриватель, у меня в нем стоит Bluetooth FM трансмиттер, подключается к телефону, транслирует на стандартное радио музыку с телефона. Само радио довольно громкое, звук хороший. Есть CD проигрыватель, уж не знаю, где сейчас брать CD-диски, но мне хватает и телефона для этого. Блок управления однозонным автоматическим климат-контролем, есть кондиционер на лето, здоровенный вместительный бардачок, где куча всякой всячины. Также показывал уже столик-подлокотник. Еще один бардачок у нас внутри сиденья. Здесь тоже такая полка. И мало того, я не знаю, как это все там помещается, но еще и выдвижной ящик снизу под ногами. А также, пепельница, которая в нашем случае превратилась в монетницу. Здесь небольшая ниша для непонятно чего. Очки туда не помещаются. Может, пачку сигарет положить, но курить я бросил. А еще ниже вот такая вот трансформирующаяся штука в виде 3 подстаканников. Правильно, пассажир это 3 человека спереди едет, можно 3 стакана кофе поставить. Так, что еще не показал? Солнцезащитные козырьки, опять-таки в количестве 3 штук. Выпала пластина для крепления телефона на магнитный крепеж. 2 плафона освещения спереди, 1 центральный сзади. Ну и, пожалуй, можем перебираться на задний ряд сидения. Чтобы сделать там больше места, чтобы было просторнее, мы берем и отодвигаем среднее сиденье максимально вперед. Складываем спинку. И вот он, задний ряд. Пойдемте посмотрим, насколько там просторно и удобно сидеть. Оп. Ну, по-моему, неплохо. Для коленей места хватает. От головы до потолка тоже зазорчик есть. Это при том, что у меня 180 сантиметров роста, и чувствую я себя здесь вполне комфортно. Садимся на середину. Отлично. Еще больше места. Колени ни во что не упираются. Ну, и крайняя правая. Ясно, что так же, как и левая. Логично. Что касается багажника, то здесь сейчас придется немного поработать, все это достать, и тогда посмотрим. Я, как видите, по принципу все свое вожу с собой. Здесь у меня и мангал, и канистра запасная, и всяческие жидкости на доливку, инструмент, запаска. Вместо запаски расположен газовый баллон на 46 литров, если не ошибаюсь. Ну и там, как видите, еще баллонник, домкрат, знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, фонарик. Багажник свободен. Да, щеточка есть. Сейчас уже зима начинается. Снег часто идет. Без щетки никуда. Складываем задний ряд сидения. Получаем багажник еще большей вместимости. Жаль, не взял рулетку, но, на мой взгляд, здесь уже где-то 1,5 метра вот точно. Вот 100%. А если отодвинуть и сложить еще и переднее сиденье, то получаем вот такую картину. Я думаю, здесь уже можно спать, если уложить сверху надувной матрас. Туда ноги, там все неровности, а здесь фактически ровный пол. 2 человека поместятся с комфортом. Точно таким же образом и водительское сиденье тоже
раскладывается. Ну а также можно возить какие-то крупногабаритные грузы. Например, ижевская коляска сюда войдет со свистом. Ну а сейчас все складываем обратно и немножечко прокатимся. Установил камеру так, что вы сейчас фактически являетесь пассажиром центрального места переднего ряда сидений. Здесь обычно сидит сын мой Мишка, когда дорога красивая и есть на что посмотреть. Включаем зажигание, запуск, отпускаем наш авиационный ручник, ну и поехали потихоньку. Можем немножко докинуть отопление. Как видите, распогодилось. Погода сегодня переменчивая. То снег метет, то солнышко выглядывает. Асфальт покрыт коркой льда. Удобное место. Можем проверить работу АБС. Немножко разгончик. Слышим, да? АБС отрабатывает. Вот на этом перекрестке у меня когда-то на Fiat Panda оборвало рулевой вал. Очень хорошо, что ехал медленно и все обошлось без приключений, таким малым испугом. Выезжаем из города, поедем на трассу, где можно будет динамично ускориться и проехать. Ну а пока, о чем еще забыл сказать, о безопасности. Эта машина оснащена 8 подушками безопасности. В руле, напротив пассажира, там в панели, в передних стойках, благодаря чему они такие широкие и немного перекрывают обзор. Такая капля дегтя в бочку меда. А также по подушке над каждым оконным проемом. Так что в плане безопасности здесь все отлично. И дай бог, чтобы эти подушки никогда нам не пригодились. А вот уже и выезд на автостраду. Прохватим несколько километров в направлении Глевиц. Иногда очень сложно соблюдать знаки 40, 30. В машине скорость ощущается слабо. На мотоцикле как-то все это более ярко выражено. А здесь сам не замечаешь, как уже 60, 70. Еду сейчас на 4-й, 50 на спидометре. Ну, давайте начнем динамичное ускорение с 3-й. После 4000 ощутимый такой подхват, срабатывает система ВТЭК, подкидывает мощности мотору. 4-я передача уже 110, 120. Ну и самое время воткнуть 5-ю, либо даже 6-ю. И расслабленно, вот так, 3000 оборотов. В экономичном режиме по трассе 120 можно ехать далеко, комфортно и спокойно. Немножко пошумливают шины. На летней резине было бы тише. Но на зимней, на всесезонке, сейчас стоит всесезонка, но с большим количеством ламелей. И это, конечно, безопаснее, чем чистое лето. Кстати, в Польше нет обязанности переобуваться на зимнюю резину. Если ты считаешь, что можешь на летней ездить безопасно, то это твое право. Однако, если ты попал в ДТП, то это уже твои проблемы. Пожалуй, никаких заездов на скорость мы сегодня устраивать не будем. Не те погодные условия, да и ни к чему это по большому счету.
Прокатились по трассе и возвращаемся в город. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока.